Значит, мы будем делать камин. У нас есть такая большая коробка, и поскольку она очень цветная снаружи, мы будем ее выворачивать. Вот, мы ее разобрали. И теперь, чтобы отметить нужное количество... И сейчас у нас придет собачка Настя, пока я буду разговаривать. Чтобы нам отметить, какой длины полотно нам нужно, поскольку коробка слишком широкая, здесь у нас таким большим широким камин не будет, мы здесь отметили середину, можешь показать поближе. Значит, я поставила камин, чтобы было наглядно. Давай заново. То есть мы будем размечать наши размеры, потому что коробка очень длинная. Значит, это середина. И вот эта вот часть, это будет у нас вот это вот. А вот эти две боковые, это вот эти вот. Потом, соответственно, боковая стенка и уже тыльная часть. Я сделала на свое усмотрение, здесь примерно 55, здесь 20, здесь осталось 12, чтобы было мне потом удобнее сгибать и дополнительный сгиб не делать. И глубина, наверное, будет где-то тоже 12 сантиметров. Точнее, глубина будет 12 сантиметров. Вот, здесь мы это отрежем. Главное, здесь не до конца, чтобы у нас осталась еще вот эта вот часть. Здесь мы вот примерно вот так вот это отмерим. И будет как бы вот такой квадрат. Отрежем посередине, чтобы можно было сделать вот эту боковую и сделать сгиб, который мы приклеим к задней стенке. Сейчас еще придет нам Настя и что-то расскажет. Вот, и теперь первым делом мы, наверное, отрежем лишнее, чтобы нам было удобнее работать. Но если же у вас коробка изначально вся коричневая и нет вот такой цветной картинки, и как бы вас устраивает ширина ее, то можно, в принципе, просто посередине вот эту вот вырезать вот эту вот часть для огня и не заморачиваться с расклеиванием, обрезанием и переклеиванием. Чем плоха цветная и глянцевая? У нас больше проблем, потому что это глянцевая поверхность, на нее очень плохо садится краска, и как бы уйдет очень много. То есть, во-первых, она плохо садится, и если даже вы ее сможете закрасить, вам придется сделать это в несколько слоев. Настя, собачка, у нас пришла и прячется за коробкой. Вот, поэтому было решено ее заворачивать. В интернете были варианты, что можно обклеить газеты. Это очень плохой вариант, потому что газета становится рифленой, и поверхность у вас будет некрасивой. Нам понадобится канцелярский нож, и им будет намного удобнее, ровнее и проще. Сгибаем в ту сторону. Чтобы сделать красивый сгиб, с тыльной стороны мы между ребрами картона, их видно, вон, канавки, делаем такую вот дырочку. Дырочку, ямку. Получается, первый слой картона мы просто прорезаем. Естественно, не ножом, а просто убираем сам нож. И вот как бы можно делать ручкой, карандашом, но здесь очень жесткое покрытие, поэтому мы вот так. Вот. И оп, все, сгибаем. И вот тут вот, можешь с этой стороны показать, у нас получился красивый сгиб. Вот, ровный и красивый. Так,
В общем, после миллиона разных манипуляций у нас в итоге получился каркас. Что мы имеем? Так, я там пообрезала, сгибала. Вот. В общем, сзади мы это вот так вот соединим. Это у нас будет такой короб. Впереди у нас получилось следующее. Это вот так вот оно поднимется. Так, сейчас, секунду. Вот. Сейчас у нас уже здесь что-то похожее на камин. Вот, это у нас тоже согнется и будет дополнительная крышка. И для низа мы тоже подготовим основание. Мы сразу склеили эту заднюю часть к основной вот этой вот боковой. Просто здесь сначала зафиксировали скотчем, потом посадили на клей и скобы. Вот так это выглядит. Вот. И вторую тоже. Основной каркас готов. Теперь мы делаем основание, то есть то, на чем у нас будет стоять камин. Вот. Поскольку у меня не было готовой коробки, для предыдущего камина я просто соединила две плоские коробки, у меня получилось хорошее основание. Здесь у меня не было, поэтому я из большой коробки отрезала нужного размера мне кусок, там путем математических вычислений, так что вспоминаем математику, и сделала вот такой вот короб. Вот, сейчас я его склею, вот так. У меня будет основание для камина. Еще муж подсказал более удобный и аккуратный способ, как сделать хороший изгиб. Для этого мы расчерчиваем все линии, по которым у нас будут проходить эти изгибы. Потом берем дощечку, если она у вас есть, и острым углом ставим на линию, и это все хорошо вот так вот продавливаем, чтобы, ну, как бы углом образовалась небольшая ямка. Ее не будет видно, потому что очень плотный картон, но как бы она там будет, и это поможет вам согнуть по прямой, и чтобы это, то есть прямая была прямой, а не кривой. Вот. И в итоге у нас получаются вот такие красивые прямые углы. И еще один лайфхак. На бетоне целый день на коленках сидеть тяжело, пока делаете камин. Так что подкладывайте картонку, будет намного лучше. Так, в общем, короб у нас получился такой. Это будет лицевая сторона, красивая. Это будет задняя сторона. Смотрите, я сажаю на клей. Вот такой. Просто ПВА-клей на самом деле. В России можно маляр взять. И фигачу степлером. Строительным степлером мебельным.
Вот, чтобы не ждать, пока схватится клей и все зафиксировалось хорошо. У нас получилось так, то, что котельная камина стала топка камина стала черной. То есть лицевая сторона коробки оказалась вот в топке. Поэтому я вырезала лист, который сейчас сюда мы приклеим, чтобы нам было проще потом закрашивать. Теперь у нас осталось одно из важных моментов. Нам нужно поставить камин на основании. Примерно вот так. Ну, высчитаем серединку и пришлепаем на клей и степлер. Превращение. Уже получается практически готовый камин. Я не смогла заснять то, что я сделала. В общем, просто для крышки я использую картон, желательно очень плотный, чтобы он был ровный. Я его посадила на клей, плюс зафиксировала скобами, опять-таки, чтобы не держать руками. И главное вот здесь вот подогнать по размеру. Просто высчитываете отступ, насколько вот выступает плинтус. Просто вот это расстояние плюс отступ плинтуса, вот вам и как бы размеры верхней части. Мы ее приклеили, а потом уже просто приклеиваем плинтуса. Вот, там нужно подгонять, я так и не научилась нормально, с одной стороны хорошо, с другой стороны мне пришлось чуть-чуть ставить планочку, вот, и верхнее то же самое, видите, я не смогла прям супер здорово подогнать, и поэтому я немножко нарастила, но вот зато с этой стороны получилось намного лучше, и поскольку у меня плинтус немножко был коротковат, вот здесь вот я вырезала просто из пенопласта такую планочку, ну как бы немножко там узор сделала. Ну, по сути это будет сзади, оно закрасится и особо не будет видно. Потом еще плинтус, опять-таки, чтобы не держать и чтобы он хорошо зафиксировался, я тоже пришлепываю скобами. Здесь вот и сверху были, я их уже убрала. Да, их можно будет убрать, но эти я, наверное, не буду. Пусть они как бы, в принципе, дырочки и сами скобы нормально закрасятся, их видно не будет. Вот. Но сплинтус я, скорее всего, уберу. Вот так вот.
Здесь тоже. Вот. Такой вот камин получается. Осталось нам его покрасить. Так. В первую очередь закрашиваем все углы плинтуса. Плинтуса можно, в принципе, только один раз покрывать. Вот все эти углы прокрашиваем кисточкой, а потом основную часть уже можно либо большой кисточкой, вот я пока вот это сделала, либо уже валиком. Это первый слой, вот такой получился. Вот. Высохнет и будем покрывать вторым слоем.